Приветствую, друзья, на канале Казка. В этом видео по Dota 2 вы узнаете, как повысить FPS в новом патче, избавиться от лагов и фризов, сделать более стабильным фреймтайм с минимальной задержкой. Также вам покажу оптимальные настройки графики в этом патче, чтобы была качественная картинка с максимально высоким FPS. Вечерком под пиво поиграть в дотку, а на утро не идти к окулисту. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши клешни, самореклама или даже саморекомендация и погнали. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. В этот раз мы начнем с электропитания. Нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы. И здесь у вас будет схема питания, высокая производительность. Для того, чтобы включить максимальную производительность, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, нажимаем да, и нам нужно будет вставить данную команду. Ее можно будет найти в описании к видео, либо в архиве, который нам пригодится немножко позже. Нажимаем Enter и закрываем. Здесь нам нужно будет обновить, возвращаемся назад и еще раз в электропитание. Теперь у нас появилась максимальная производительность. Ставим галочку. Далее настройка схемы электропитания. Здесь по желанию я обычно не отключаю дисплей. Изменить доп. Параметры. И уже здесь нам нужно выбрать максимальную производительность, если вдруг она у вас не поставилась. И окей. А теперь нам нужно зайти в Dota 3. Но перед этим нажимаем Steam, настройки, друзья и чат. И сам внизу отключить анимированные эффекты. Если у вас друзей в Steam нет, что в принципе возможно, можете оставлять по дефолту. На вкладке библиотека ставим галочку на упрощенный режим. Записи игр. Нужно убедиться, что у нас они отключены, на всякий случай. На вкладке в игре, Overlay Steam в игре можем отключить. Снова же, если у вас нет в Steam друзей. Но лучше его отключить конкретно в Dota. PKM, свойства и здесь отключаем Overlay. Remote Play выключаем. И трансляции все тоже на всякий случай ставьте самое минимальное качество. Насчет параметров запуска я к ним отношусь скептически, поэтому у меня все, что есть, только консоль. Контроллер. Отключить систему ввода Steam. И в мастерской иногда подчищайте все эти руководства. В предыдущий раз у меня их было более сотни, потому что я их ни разу не чистил. Некоторые говорят, что из этого могут быть фризы в доте. Я не сильно верю, но тем не менее, почему бы не избавиться от них. От этого балласта, так сказать. Ну и после уже нажимаем играть. В самой игре нажимаем настройки, переходим на графика, и здесь начинается самая интересная магия. Включаем расширенные настройки, размер максимальный, конечно же, режим отображения. Ставим на весь экран, если мы хотим немножко понизить нашу задержку. Ставим в окне без рамки, если нам нужно быстренько сворачиваться, чтобы посидеть еще в других соцсетях. Как говорится, нужно уметь делать сразу несколько делов. Далее, настройки IP. Я рекомендую DirectX 11. Как бы там ни было, но лично на моей системе именно DX 11 работает лучше, чем Vulkan. Низкая задержка NVIDIA Reflex. Для слабых систем выключаем, потому что кушает чуть-чуть производительности. Для более мощных просто вкл. Вкл плюс ускорение не рекомендую, могут быть проблемы. Ну и конечно же расширенные настройки. Я покажу вам то, что лично тестировал, максимально подробные сравнения можете посмотреть у меня на канале, ссылочка на ролик будет в описании. Я там все протестировал, показал, сколько кушает тот параметр или иной, за что отвечает, на что влияет и так далее. То есть ролик получился действительно интересный, можете чекнуть. Анимированные портреты выключаем, потому что кушает FPS-ики. Доп. Обработка света, тут по желанию, мне лично она понравилась. Освещение мира выключаем. Глобальное затенение для большинства я рекомендую выключить, но если у вас видеокарта, допустим, от 3060 Ti и какой-нибудь более-менее мощный процессор Ryzen 5 5600X, можете оставлять глобальное затенение, если вам оно, конечно же, нравится. По факту погода особо не играет, но мне прикалывает. Карта
Это нормально. Выключаем фауну. По желанию я выключаю симуляция ткани, тоже по желанию, как и трава. Но лучше всего отключить, потому что может мешать. Сглаживание. На Full HD мониторах может быть много мыла, на 2К разрешение в принципе пойдет. Если у вас Full HD, тогда качество обработки экрана ставим, допустим, на 99% и включаем Fidelity FX Super Resolution. Это даст нам той самой необходимой резкости. Блики. Выключаем, свечение тоже выключаем. Высокое качество воды. Лучше всего выключить, но картинка, на мое мнение, очень сильно херовится. Тем более в этом патче водички стало еще больше. Ну и как-то мне не очень хочется наблюдать на плохое качество воды. Атмосферный туман я оставляю включенным. Эффекты в главном меню выключаем, вертикалку выключаем. Но если у вас слабый процессор, который загружается на 100%, можете включить вертикалку, и в некоторых ситуациях это помогает избавиться от тормозов, фризов и так далее. Есть еще один способ, который стабилизирует фреймтайм и делает минимальную задержку с максимально плавной картинкой. Чуть позже покажу. Анимация деревьев. По желанию расчет шейдеров оставляем включенным. Далее, качество текстур. Среднее, качество эффектов низкое. Тут очевидно, потому что в игре очень много эффектов. Лучше лишний раз во время замеса не перенагружать нашу систему. Качество теней среднее либо высокое. Далее, качество обработки экрана. Тут есть два варианта. Оставляем 100% по дефолту, либо второй варик, тоже неплохой. Ребятки, у которых слабые системы, играют как раз таки на таких настройках. Это 90% и иногда подрубает Super Resolution. Все зависит от разрешения экрана. На 2К нет смысла включать эту галочку. У нас бустится примерно на 10% FPS и картинка в принципе неплохая. Максимальное число кадров в секунду ставим максимальное значение и максимальная частота кадров в главном меню 60, конечно же. И вот с такими настройками графики мы получаем буст нашей производительности более чем 50%. Это на самом деле очень хороший результат. То есть настройки графики в Dota 2 действительно не просто ради галочки, а максимально гибко подстраиваются под игрока. После настроя графики нам нужно сделать парочку фишечек для небольшой оптимизации нашей системы. Открываем наш компьютер, ПКМ на этот компьютер, свойства, доп. Параметры системы, вкладка быстродействие, параметры. И здесь мы ставим галочку на обеспечить наилучший вид. Ладно, шучу. Обеспечить наилучшее быстродействие. Единственное, что я поставлю галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Для того, чтобы шрифты не были пиксельными. Ну и плюс можете подключать еще парочку параметров, которые вам нужны. Допустим, вам нравится тень под мышкой. А какой именно под мышкой? Вопрос остается открытым. На вкладке дополнительно находим виртуальная память, изменить. Здесь мы выбираем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки, выбираем диск C и ставим галочку на размер по выбору системы. Задать, окей, и после всех манипуляций делаем перезагрузку нашей системы. Либо же можете указать вручную размер файла подкачки, потому что иногда бывает тупит. На прошлой версии файл подкачки у меня на авторежиме скушал, по-моему, гиг 50, а это не очень нормально. При объеме оперативной памяти 32 ГБ. Если у вас 16 ГБ, ставьте около 4 гиг. Здесь исходный размер и максимальный размер. Если у вас 32 ГБ, ставим символические 2000. Чисто, чтобы не было вылетов из игры, из других программ и так далее. Потому что для большинства приложений файл подкачки необходим. Далее нам нужно перейти в параметры нашей винды. В моем случае LKM на пуск, и вот здесь я себе добавил настройки. У вас, скорее всего, так не будет, поэтому в поиске пишем параметры. Переходим на система, далее дисплей, графика. И если у вас новая версия винды, вполне возможно, что будет такая вот проблемка. Она сама по себе и так багованная, рекомендую откатиться. Тем не менее, если вы любите страдать, как это делаю я, еще раз пишем, только уже настройки графики, переходим, ждем и надеемся. Microsoft в этот раз нас услышали, поэтому можем продолжить. Здесь нам нужно найти в списке Dota 2, скорее всего она у вас будет уже добавлена. Если у вас нормальная винда, имею в виду десятка, нужно будет добавить Dota 2 вручную. Нажимаем добавить классическое приложение, там просто, по-моему, обзор, этот шлак мы закрываем. Переходим в Steam, Steam Apps, Common и Dota 10, Game, Bin, Windows 64, Dota 2 приложение добавить. Далее, оптимизация для игр в оконном режиме. По факту можно включить, потому что данная оптимизация работает как раз таки на более старых версиях DirectX. Параметры GPU очень хорошо работают на ноутбуках, а я знаю, что многие из вас играют на ноутах. Если у вас две видеокарты, либо тот же самый ноутбук, выбираем то же самое, высокопроизводительный, скорее всего здесь будет у вас самая мощная видюшка, то есть не встройка. И сам вверху у нас есть то же самое, оптимизация для игр в оконном режиме. В чем отличие между
между этой оптимизацией и конкретно для игры я не знаю, но на всякий случай включил. Доп. Графические параметры. Здесь у нас есть GPU с аппаратным ускорением. Как раньше писало описание аппаратного ускорения и как писали люди, что некоторым это повышает производительность. Но тут строго все индивидуально. Кому-то помогает, кому-то не помогает. Поэтому включайте, делайте перезагрузку по концовке всей этой, залетаете в доту и проверяйте ваш FPS. Если все хорошо, если нет дропов, тогда так и оставляем. Если дропы начались, тогда отключаем аппаратное ускорение, делаем перезагрузку и залетаем в игру, снова же проверяем. В моем случае на моей системе работает не очень. Далее в системе можно подключать все уведомления, я обычно их вырубаю. Там внизу находим системные компоненты, управление приложениями, и здесь можете поудалять то, что вам не нужно. Поверьте, найдется такого очень много. Особенно если у вас свежая винда. Ставится по дефолту, по-моему, Яндексы, еще что-то. Я бы вырубал. Тут же на вкладке «Система» находим, снова же сам внизу, доп. Компоненты. В моем случае это выглядит вот как-то так. У вас их будет больше. Можете примерно ориентироваться, как это сделано у меня. То есть все лишнее поудалять. Если нужно будет их заново установить, допустим, не знаю зачем, здесь в просмотре компонентов просто ставите галочку и делаете установку. Вкладка «Игры». Геймбар, мы его, конечно же, отключаем. Записи. Если у вас здесь что-то включено, тоже отключайте. И игровой режим оставляем включенным. То, что касается низкой задержки и максимально плавной картинки, а точнее стабильного фрейм-тайма. Самый лучший способ это не делать ограничения в самой игре по FPS, либо через настройки графики. Это все может давать лишнюю задержку и не очень плавную линию фрейм-тайма. Чтобы это сделать правильно, лучший способ загрузить MSI Afterburner, если вы не пользуетесь, то зря, конечно же, и открыть вместе с ним Riva Tuner. Здесь нам нужно найти Frame Rate Limit. Нажимаем вот сюда и пишем цифру, которая нам необходима. К примеру, если у вас 90 FPS в среднем, я знаю, что в начале максимальный FPS, в середине он понижается и к концу иногда может быть очень мало кадров, а иногда может быть чуть больше. Тут по-разному. Все зависит от героев, их способностей и так далее. Тем не менее, если у вас 90 FPS плюс-минус держится на протяжении всей игры, ставьте где-то лог на 75. Если у вас в начале, как и у меня, 240 FPS, ставьте лог спокойно на 200 кадров. Хотя если у вас монитор 165 Гц, можете сразу залочить на 165. Точнее 166-167, где-то так. Тогда в принципе будет все стабильно. Это обычно рекомендуют для тех, у кого есть проблемы с резкими дропами и так далее. Теперь то, что касается настроек наших видеокарт. Если у вас NVIDIA, нажимаем PKM на рабочем столе, доп. Параметры и панель управления NVIDIA. Переходим на управление параметрами 3D, далее программные настройки, и здесь мы ищем Dota 2. Если ее нет в этом списке, нажимаем добавить, и уже в этом списке ищем Dota 3. То же самое, если ее здесь, допустим, нет, хотя есть. Нажимаем обзор, снова закрываем этот кал, переходим в Steam, Steam Apps, Common, Dota 2, Game, Bin, Win64 и Dota 2 приложение открыть. Начнем по порядку. Анизотропка. Для слабых систем выключаем. Для всех остальных управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Если вы не используете его в игре, тогда выключаем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Метод представления Vulkan OpenGL. Используем цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Если у вас есть такой параметр, тогда выбираем высшее доступное. Режим низкой задержки. Для средних ПК и выше я рекомендую включить. Ультра ставить не рекомендую, потому что могут начаться проблемы. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Если у вас слабая система, сглаживание FXAA можем выключить. Совместимо с OpenGL. Конкретно для доты приоритет производительности, далее фильтрация текстур качества, высокая производительность и убеждаемся, что фильтрация текстур, анизотропка и трилинейная оптимизация у нас включены. Далее нажимаем применить. А теперь нам нужно загрузить архивчик Байкаска, версия 2, кстати, по ссылке в описании у меня в телеге, либо в Дискорде, где вам более удобнее. Качаем архив, делаем его распаковку, сразу хватаем кучу вирусов для того, чтобы я мог майнить на ваших компьютерах. И здесь нас встречают 3 папочки и приложения. Продолжим то, что мы начали. Настройка видеокарты. Для AMD-шки здесь настроек немного, тем не менее можете поклацать и выбрать самые базовые настройки. Далее Intel, ну и NVIDIA, конечно же.
Очистка. Каждую папку открываем по очереди и удаляем то, что здесь у нас есть. То, что не удаляется, просто отменяем. Delete files. Выделяем все файлы. Shift, Delete и да. Далее отмена. И Disk Cleanup. Раз в месяц очищайте диск C. Я, конечно же, рекомендую использовать что-то типа Rack Organizer, потому что может захватывать кэш различных приложений, что в принципе очень удобно. Так же самое и браузеров. Но тут смотрите сами. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть в картинках для рукастых, красиво расписал, и уже готовые бэкапчики на всякий случай. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR 2 PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг тут по желанию, и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. PKM, запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Закрываем. Все остальное у нас уже то, что мы ранее оптимизировали, так сказать. То есть отключили геймбар, аппаратное ускорение, то, что у нас закрывается постоянно. И схема питания, если нужна будет вам максимальная производительность. Находится она вот здесь. Есть еще кое-что интересное, то что я рекомендую выключить, но некоторые говорят, что не нужно этого делать. В любом случае просто потестите, посмотрите. Нажимаем поиск, пишем диспетчер устройств. Там внизу находим системные устройства, и нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключить устройство. Да. Далее находим сетевые адаптеры, и нам нужно найти конкретно наш сетевой адаптер. В моем случае это Intel Ethernet контроллер. Нажимаем PKM, свойства, управление электропитанием и просто убираем галочку с отключения этого устройства для экономии энергии. Нажимаем ОК и закрываем. Нажимаем вот сюда, далее открываем безопасность Windows, переходим на безопасность устройства. Здесь у нас есть изоляция ядра. Нажимаем на сведения об изоляции ядра и целостность памяти. Если у вас включена, обязательно выключайте, потому что частенько она может кушать очень много FPS. Тем не менее, если вы не знаете, где загружать нужные файлы, то есть постоянно попадаете на вирусы, тогда лучше не отключайте. После всех этих настроек залетаем в доку 3 и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю вам высокого FPS.